Всем привет, меня зовут София, и я американка. С Новым годом, с новым старым годом, с новым счастьем. Я вам желаю здоровья, любви, добра и благополучия. Я знаю, что я все это говорю уже поздно, но я извинюсь. И вы меня простите, потому что здесь у нас такое душевное сообщество. Right? Сегодняшнее видео будет длиннее, чем обычно, так что я вам дам качество и количество. Also, this video is going to be all over the place, so I'm going to need you to keep up. Будет как поток сознания. Пожалуйста, присаживайтесь. В России вы загадываете желания, и это мне нравится очень. В США у нас новогодние разрешения. Я их ненавижу. В моем мнении, если ты заметил что-то о себе, которое хочется исправить, то исправь его в том моменте, когда знаешь, что есть проблема. Не надо ждать до Нового года. Да, и 80% новогодних разрешений все равно продлится всего 1 месяц. Я уже давно не приняла новогодние разрешения, потому что я идеальная. Но я говорила с подругой, и она не дала мне покоя, пока я ей не сказала, какие у меня разрешения. Примечание. Я с трудом говорю с людьми. Я интровертка. Сюрприз! Ну, я могу говорить с незнакомцами, конечно, но не целый разговор. Если надо было и целый разговор, но это мне не нравится. Я стараюсь избегать таких ситуаций как можно чаще. If I sound like a horrible person, it's probably because I am one. Так что, наконец, я сказала подруге экспромтом, ладно, в этом году я хочу стать лучше светской беседы, быть более терпеливой и играть более активную роль в разговорах с незнакомцами, даже когда это мне ужасно скучно. And here it gets weird because there's no convenient translation for the word dating, но я стараюсь объяснить. Но, пожалуйста, don't get the wrong idea. Чтобы практиковать, я думала, что я могу встречаться с парнями и ходить на свидания, хотя я ничего романтического не ожидаю. Мы познакомимся, встретимся где-то, там еда, мы поговорим чуть-чуть, и я домой, спокойной ночи. После половины месяца я уже хочу сдаться. На прошлой неделе я ходила на 3 свидания. The literal worst. Кошмар какой-то. Каждое свидание было в ресторане, и я вспомнила разницу обслуживания клиентов в России и США. И эта разница имеет большое значение, когда ты на свидании. В широком смысле мы бы сказали, что в ресторанах в России у вас нет обслуживания клиентов вообще. Официант редко подойдет к столу. Если ты что-то хочешь, надо громко позвать «Девушка!» или «Молодой человек!» Если он не молодой, что тогда? Там и взрослые мужчины. I have questions, and no one ever has given me answers. В США официант всегда рядом. Слишком часто. И это раздражает. Hi, I'm not sure if you even had time to put the food in your mouth yet, but I couldn't wait. I had to ask, like, do you like your food? Do you like it here? Are you enjoying everything? Okay, how's the ambience? Are the lights too low? Should we make them brighter? Are they too bright? Do you like the music selection that we have picked out for it's for the entire restaurant, but I want to know your opinion. And, are we good on anything here? Can I get this out of your waist? Oh, no, so you're still working on it? I'm sorry, you just got your plate. That was my mistake. More water, more coffee, anything? Are we thinking about dessert yet? Or, okay, I'll wait until you finished your main course. But if you need anything, just give me a call. I will be right over there watching you, okay? But just, but enjoy. I want you to enjoy it here. So thank you so much. But if you were to need anything, please, I just want you to feel like so comfortable calling me if there was something that you, like if you were thirsty or if you wanted to leave me a tip, I would be fine with that. Do you like it here? Do you like me? Нам нужна золотая середина. Но на прошлой неделе я узнала, что я зависима от официанта для прерывания. Не каждые 5 минут, но несколько раз. Не терпите меня. Ну, помогите мне. Я узнала, что хорошие официанты – мои спасители. May God bless them. Например, в прошлый вторник у меня было свидание, которое длилось 4 часа. 4!
Почему? Потому что, наверное, мы были в единственном ресторане в целых Соединенных Штатах Америки, где официант никогда не подойдут к столу. Am I better? No. Я только говорю об этом, и я устала. В России каждый раз я выбрала кафе или ресторан, где официанты были мне знакомы. Они знали, что я неплохой человек, я добрая, я американка, я им даю хорошие чаевые. Если у меня были вопросы в домашних или я что-то не поняла, они помогали, мы шутили, мы подружились, хотя не так близко. Но они знали, что я всегда сижу одна, с книгами, с ноутбуком, с тетрадью. So, если я принесла мужчину с собой, они не могли это верить. Я не могла это верить. We're all a little suspicious. Мы все были начеку. И если мне что-то нужно было, я просто взглянула на одного из них, и он бы приходил без слов. Была замечательная система. Но я не могу это сделать в каждом ресторане. Жаль. Ну, может быть, я сделаю паузу на свидание и больше не буду ходить. Я уже устала. Новогоднее разрешение. Зачем? Наверное, ты тоже устал. Спасибо, если досмотрел до конца. И если тебе нравится, когда я говорю о культурных различиях, то, пожалуйста, нажми на кнопочку лайк внизу и поделись видео с друзьями. Если твой друг или твоя подруга работает в ресторане, это даже лучше. Чтобы не знали. Спасибо и до встречи.